привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру про Ларри Лаффера под названием Wet Dreams Dry Times. Усаживайтесь все поудобнее, подгребайте себе все самое вкусное, мы продолжаем. Приятного просмотра. Штаб, да. Появляется все больше свидетельств, что Ларри агент США. Почему? Он наверняка прошел углубленную подготовку по химическому оружию, ему удалось смешать сложные химикаты и получить желаемый результат. Он наверняка может сделать бомбу высокого поражающего действия из ингредиентов, которые можно найти в обычной кухне. В Северной Корее его умения были бы нужны. Энимей, да, соберись. Твоя цель Фейт, не забывай. Мы обязаны найти этот секретный алгоритм, конечно. Кстати, у тебя еще остались контакты с людьми, которые могли бы снабдить меня броневиками и огнеметами? Так, навскидку, никого не вспомню. Почему? Похоже, кое-кому не нравится мой новый стиль руководства. И кое-кто из этих кое-кого пойдет по крайности и соберет рабочий совет. Мерзавцы, ненавижу этот город. Как только разберемся со Слив, с радостью вернусь домой. Найди алгоритм Фейт. Ну, в принципе, ребят, я думаю, надо как-то плод свой попытаться вернуть, потому что он, я думаю, нам нужен. Я еще раз хочу поговорить с той девушкой на причале, которая защитница, получается, окружающей среды, так скажем. И мы должны, ну, как бы, с ней договориться. Может быть, все-таки сейчас она отдаст нам этот плод, блин. Итак, подходим. Так, ну сначала надо посмотреть, с чем можно повзаимодействовать. Что за переключатель? Эй, руки прочь! Понятно. Жалко тебе. Магнит. Можно взять магнит? Конечно, он мне больше не нужен, но как раз у меня есть металлодетектор. Отлично, мне магнит пригодится. World какой-то, так... Мир, понятно. Мне это не нужно. Иногда что-то неплохое. Так, ладно, неважно. Давай еще раз с ней поговорим. А теперь отдавай плод. Ни в коем случае. Я никому не дам плоту загрязнять эти наши воды. Я ведь могу слышать кавычки. Мы это, короче, уже говорили. Ладно, мне пора. Ладно, с ней, короче, говорить бесполезно. Держатели для банок. Как я мог про них забыть? О, ты хочешь это правильно утилизировать? Спасибо. Только обязательно положи закрывающийся контейнер, иначе кто-нибудь безнадежный животный может, короче, это сожрать, ему станет плохо. Я тебя понял. Опачки. Это кто? Энимей? Ай, дайте с ней поговорим. Милая шляпа. Хорошая погодка сегодня, вроде того. Что думаешь делать? Отдыхаю. Есть планы на сегодня? Да. Принести тебе перекусить? Я не голодна. Я в тупике. Кем бы ни была загадочная женщина, она глуха к несравнимому обонянию Ларри. Люблю загадочных женщин. Они не любят тебя, Ларри. Ладно, уходим. Я предлагаю пойти на кухню, или как она там правильно называется. Долгие мои поиски меня полностью вернули в электрический шкаф. И мне кажется, здесь можно просто еще маленько похулиганить. Я, в общем, решил немножко повеселиться. Попробуем. Может быть, что-нибудь произойдет. Так, ток пошел. Взрыв будет, нет? Не получилось. Интересно, значит, тут можно еще что-то сделать? Так, а если мы попробуем сделать вот так вот? Может быть, что-то поменяется? Даже вот так вот. Попробуем. Так, пошло. Минус. И вот этот плюс. Отлично. Мы что-то включили опять. Собрали схему, и она собрана правильно. Ух ты!
Охренеть. Надо признать, это хитрый способ избавиться от нефтяных отходов. С глаз долой, сердце вон. Такой у тебя девиз. Пай, ты говоришь верно. Да, это бочки с нефтью, ребята. Поблизости кто-нибудь есть? Нет. Ух! До свидания, бочки. Ларри с ними расправился. Все, они утонули. Что теперь, загрязнение, что ли? Вот оно. Пятно. Это останется между нами. Лады? Да я не против, Ларри, вообще супер. Но так как загрязнение произошло, я предлагаю вернуться на причал и этой активистке доложить, что произошло загрязнение. Может быть, она свалит, и мы свой плод заберем? Эмма, я хочу сообщить об опасном загрязнении. Что? Где? На другой стороне острова кто-то ездит на... Нет. Нет. Какое-то чудовище пролило нефть в воду в отеле. Я уже видела это по датчикам. Тогда почему ты еще здесь? Разлив нефти — это неприятно, и он большой и не опасен для дикой природы. К счастью, птицы достаточно умны, чтобы избегать таких разливов. Иначе ты ничего не будешь делать с этой нефтью. Пока нет угрозы животным, я поставлю уровень приоритета номер 3. Сегодня мне в первую очередь нужно отсортировать этот мусор для переработки. Это мой плод, не забывай. Блин, она, короче, ладно, я ошибся, все в порядке. С ней, короче, бесполезно говорить, и ей пофиг на нефть. То есть, как плод мой, короче, арестовывать, она мастер, а уже к этому ей реально пофиг. Ладно, я решил вернуться к туалету, ребят. Я понял, что здесь можно взаимодействовать с предметами. Уточка и держатель для банок, который мы взяли. Уточка идеально вошла, теперь ей нужен теперь партнер. А давайте вот теперь туалетной кабинки. Попробуем так сделать. Нет! В смысле нет? А куда? Ладно, давайте попробуем вот теперь вот сюда вставить. Повешу это туда. Дверь туалетной кабинки. И что? Много часов спустя. Странно, и... Курица наверху, походу, обратила внимание. Укс. Вот и все. Ха-ха, видела, Пай? Этот озабоченный петушок запас сексапильную резиновую уточку. Забыл про все и набросился на нее, ни о чем не думая. Ну и животное. Да уж, с тобой-то, Ларри, такого точно не происходило бы. Конечно, нет. Я думаю, он нам пригодится. Я, кажется, придумал, что с этим делать. Если этого петуха опустить в нефть, которая разлилась, это, получается, будет животному грозить опасность. И та защитница окружающей среды, она свалит от нашего плота. Попробуем вот так сделать. Есть. Запомни, птица, это для доброго дела. Доброго для тебя? Я так и сказал. Так, ну теперь, наверное, надо идти на причалы. Я хочу сообщить об опасном загрязнении. Что? Где? Так, не то. Бедная птичка попала в разлив нефти возле отеля. Что? Тогда придется немедленно за это взяться. Да. Не трогай ничего, пока меня нет, ладно? Конечно нет. Я ведь же не хочу случайно загрязнить окружающую среду. Отлично, она свалила. И теперь я попробую достать свой плод. Так я не смогу его опустить, а я видел переключатель. Так, посмотрим. Ну, походу, плод опустился, как я понимаю. Супер! А Пай, может отправляться? Плот еще не готов к плаванию. Мы остались без паруса, нужно новые средства для движения. Море здесь очень опасно, поэтому нам понадобится что-то вроде подвесного мотора. Мы до сих пор не знаем, где находится Фейт. Сначала нужно это выяснить, и я об этом позабочусь.
Ну, надо выяснить, где Фейт в первую очередь, либо найти... Лодка-пилотка, не могу. Короче, надо найти, ребята, теперь мотор. Ну что, продолжаем дальше. Я предлагаю перемещаться в отель, возможно, там где-то с кем-то мы поговорим и найдем двигатель для нашего плота. Так, с ним я уже разговаривал. Ключи, румсы, так... Информационная брошюра. Это позволит узнать интересную информацию. Отлично. Я взял брошюру. Я не взаимодействовал, кстати. Табличка. Уверен, на меня не рассердится, если я возьму одну из этих. В смысле, давай. Сначала нужно открыть этот замок. Так, новые загадки, новые догадки. Пианино. Уверен, что мог бы на нем сыграть, но оно занято. Надо поговорить с Льюисом. Милое пианино, оно не мое. Я так и подумал. Это же я не выгляжу, как будто меня может пианино, а я шучу. Меня зовут Льюис, я технически отдельный комик. Ага. Это была не шутка. Ну ладно. Так, для таких габаритов ты не сильно потеешь. В такой изуряющей жаре, конечно, но тут никто не может настроить этот гребаный кондиционер, приходится самому разбираться. В смысле, какой кондиционер? Сыграй что-нибудь. Коллизия, слишком сложно. Ты настоящий комик? Угадал. Какой у тебя псевдоним? Льюис. Ну это же настоящее имя. Ага, ловко придумал, да? Вообще круто. Где и когда ты выступаешь? Мое суперпопулярное комедийное шоу будет позже. Вот оно на танцплощадке, где сейчас шведский стол. Не пропусти. Главное событие вечера. Обязательно приду. Ладно, на сегодня шуток пока хватит. Мне нужно идти. Попробуй поговорить с этим чуваком. Что там по поводу кондиционера? Да. Ты не мог бы включить кондиционер? Я бы включил, но что-то не так с электронным управлением. А ты не можешь его починить? Я что, похож на человека, который может спокойно в электросети лазить, короче? Понятно. Ну ладно, я пошел. Он что-то про электросеть сказал. Это значит, надо залезть в щиток. Опять лезем в щиток, ребята. Так, посмотрим. Ладно, давай попробуем вот так вот. Может быть, так ток пойдет. Отлично! Сейчас кондиционер должен заработать. Кто самый лучший монтер и мастер кондиционеров? Я лучший монтер и мастер кондиционеров. Ну что, надо посмотреть, как там вообще, нормально продувается ли. Так, ну что? По-моему, все нормально. Так. Ну как тебе такая температура? Нормально. Настоящее облегчение. Понятно, мне нужно идти. А что если я... Так. Короче, тыкался, и я понял, что я кое-что сделал не так. Надо еще раз залезть в щиток, ребята. Мы ему включили мороз. А мороз-то не надо включать. Да я понял. Не-не-не, маленько не то. Надо сначала, ребят, ему включить жару. Включить по максимуму и запускаем нашу электрическую схему. То есть сейчас неправильно должен заработать кондиционер. Он должен работать как печка. Это обязательное условие, потому что дальше, иначе прохождение у нас заходит в тупик. Вот мы видим, пошла жара. И типа мы неправильно собрали. Итак, уходим обратно. И теперь, вот после того, как мы включили жару, у него стоит большой вентилятор. Эй, руки прочь, мне нужно... Мне это нужно, а иначе я просто умру. Так, а теперь вот, когда он это нам сказал, мы залазим и просто делаем супер холод. Перезапускаем электрическую схему. Раз. Минус пришел. И плюс пришел. Отлично. Схема опять заработала. Уже теперь правильно.
Все, отлично. Я не думаю, что они должны прям все сгореть тут. Холод включили. Вот теперь, вот, если мы, короче, первый раз включим холод, вот этого вентилятора здесь не будет. Этот кондиционер сводит меня с ума. То слишком жарко, то слишком холодно. Ладно, бери уже, мне больше это не нужно. Отлично! Мы взяли вентилятор. Это, возможно, на нашу лодку-то он и подойдет. Так, она пусть здесь стоит, она мне не интересна. Так, проходим. Ну, наверное, вентилятор надо приделать к нашему... к лодке-пилотке. Отлично, вообще супер. И снова Лафер удачно симпровизировал. Идеальный двигатель для моего мотора. Вот только где аккумулятор взять, чтобы питание на вентилятор поступало? Или он как будет? Педали крутить и вентилятор вращаться? Вот это очень интересный вопрос. Так, что нас... Пай, может отправляемся? Мы до сих пор не знаем, где находится Фейт. Сначала нужно это выяснить. Я об этом позабочусь. Точно? Понятно, она хочет, чтобы я нашел именно Фейт. Ладно, идем пока к отелю. Не понял, я же ушел. Это видео-вставочка. Штаб, да. У меня новая информация об этом Ларри Лафере. Слушаю. Он, похоже, гений в механике. Построил что-то из самых простых материалов. Он умеет соединять два предмета, которые совершенно не сочетаются. И в итоге получается нечто, что можно применять в целях, которых оно идеально не было задумано. Невероятный ум. Янай, похоже, ты либо не справляешься, либо он тебя восхищает. Чушь! Я с удовольствием задушу его собственными руками и закопаю по частям на рисовом поле. Да, задуши его. Души, пока не перестанет дышать. И ровно в этот момент, когда он уже не сможет... Я поняла, спасибо. Итак, Ларри возвращается в отель. Ну, в принципе, нам нужны зацепки по Фейт. А как их найти? Так, у меня есть магнит. Попробую его использовать на колодце. Это единственное взаимодействие. Мне удалось выловить четвертак, но потом я уронил магнит. Молодец, Ларри. Поздравляю, у меня теперь 2 четвертака. Ладно, пошлите к бассейну, может быть там что-то новое произошло, либо какая-то движуха. Итак, посмотрим. С чем можно взаимодействовать. Я, в принципе, не видел вот эту баночку с чаевыми. Надо ее глянуть. Руки прочь, это мои чаевые. Так, а с тобой вообще все в порядке, чувак? Хочешь подраться? Нет. Ты хочешь со мной подраться? Парень, который приходил вчера сначала, мне также говорил, но не хочет. Он врезал мне. Он вообще себя не контролировал. Настоящий псих. Ты тоже из этих? Я профессиональный боксер. Ага. Да стоит мне чихнуть, ты вылетишь из моего убогого костюма, а даже руки пачкать не буду. Эй, полегче. Почему ты такой нервный? Я не нервный, у меня открылись глаза. Один тип с фестиваля дал мне листовку о химическом загрязнении. За этим могут стоять кое-кто. Ох, да, конечно. В любом случае нельзя терять бдительность. Я лично стараюсь пить как можно больше кофе. С того шведского стола реальные уже 4 дня. По тебе и не скажешь. Короче, чувак слишком много кофе пьет. И мне кажется, надо просто отсюда уходить. Следующим действием я хочу перейти в столовку и посмотреть, может быть, что-то еще появилось. Возьму-ка на всякий случай... Так, стаканчик берем, может быть, он нам пригодится. В принципе, этот чувак пьет слишком много кофе, но я вижу, что здесь и есть кофейник. А у меня было где-то, ребята, снотворное. Его сейчас применим на этом предмете. Отлично. Итак, это поменяет эффект от кофе на противоположный. Все, уходим. Интересно, тот чувак уже обосрался? Нет, вот сейчас посмотрим. И что? Нет, он пока не дрыхнет. Ладно, уходим. Надо, наверное, еще куда-то сходить. Я предлагаю просто выйти из отеля, перейти в джунгли
и, наверное, вернуться обратно в отель. Может быть, тот чувак уже уснет. Ну, типа, время прошло, надо все равно как бы перещелкать. Вот он дрыхнет. Давайте в банку для чаевых залезем и заберем у него чаевые. Сейчас он не смотрит. Опа! У кого четвертак? У меня четвертак. Четвертак сойдет. Итак, у меня получается уже 3 четвертака. Ладно, выходим отсюда. Я где-то подобрал листовку, а я же, в принципе, ее не читал. Информационная брошюра. Правой кнопкой мыши. Буклет с информацией об острове. Здесь несколько интересных фактов из истории архипелага. Много милых фотографий, довольно старых по виду, и некоторая информация о местной флоре. Где-то на этом архипелаге растет редкий биолициновый гриб, который вызывает незначительное замедление сердцебиения, если его съесть. Кажется, все здешние орхидеи довольно ядовиты, только один вид с острыми листьями, единственным синим цветком, не сулил смерть от прикосновения. Даже не хочу знать, какие у них тут водятся опасные животные. Ну, то есть по брошюре мы поняли, что это такое. Я предлагаю подняться вверх на смотровую площадку, потому что мы уже практически везде были, где можно и где нельзя. У нас есть 3 четвертака, и по-моему... Так, все отлично, мы зашли. Можно посмотреть, наверное, в телескоп. Что за виды такие открываются? Сюда нужно опускать монету, стоит $1. У меня 3 четвертака. Возврат монет. Старое правило Ларри, если нечего засунуть, то ничего и не выйдет обратно. Ларри, давай вот четвертак вот так вот бросим. В смысле, не стоит. Вот, все, я позаимодействовал. Попьем соды. Эй, он просто проглотил мои деньги, тупой автомат. Однажды люди восстанут против машин. Что такое, Ларри? Нет, ничего. Она все слышала. Возврат монет. Ага, вот они вернулись, мои денежки. Ого, даже дополнительный четвертак. Но это, наверное, за мое беспокойство. Все, 4 четвертака, ребят. А теперь, наверное, можно посмотреть вот в эту штуку. Ну а в эту штуку мы с вами, ребята, будем смотреть уже в следующей серии. Я с вами прощаюсь до следующей серии. И всем пока.